Витаю вас! Наверное, самая обсуждаемая тема в гейминг-пространстве сейчас — это Battlefield 6. И в нашем с вами любимом BattleBeat эта тема тоже не обходит стороной. Листая комментарии под своими видосами, я заметил, что немало людей считают, что Battlefield окончательно убьет BattleBeat. Но лично я совсем не такого мнения, ведь что мертво, убить уже нельзя. Я, кстати, завел свой телеграм-канал, так что кому интересен мой лайфстайл, новости BattleBeat и, разумеется, даты выхода моих видеороликов, то подписывайтесь, всех жду. Но если говорить серьезно, то о какой смерти вообще идет речь? Две эти игры хоть и похожи, однако они все же отличаются и нацелены на разные аудитории. Как бы странно это ни звучало, фанату BattleBeat вряд ли понравится любая часть батлы, и это проверено лично мной. Так же самое, как и не каждому фанату BF понравится бутылка, ну то есть BattleBeat. Уже в принципе на этом факте можно ставить крест на этой теме. ББР попросту не умрет, потому что у нее были, есть и будут свои отдельные фанаты. И неважно, какая часть Battlefield или Call of Duty там выходит. Но следующий аргумент, который я слышал, это зачем ждать обновления BattleBeat, если выходит Battlefield 6. И да, кто не в теме, разработчики BattleBeat 2 года разрабатывают обновление для этой игры, которая не видит своего конца. Ну а почему так вышло, я рассказывал в другом своем видео, советую вам посмотреть. Так вот, чтобы факт-чекнуть, насколько комментаторы правы, я все же решил зайти в BF6. И это не BattleBeat. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и... Ладно. Ни графически, ни геймплейно это не похоже на BattleBeat никаким образом. Почему? Да потому что вся игра базируется на close range перестрелках, где из каждого чертового угла выбегают толпы противников. Карты маленькие, узкие, порой кажется, что ты зашел на дезматч, а не на конквест. Proximity voice chat отсутствует, матчей на 254 игрока тоже нет, очевидно. Разрушаемость в игре масштабная в плане того, что ее много, однако она однообразная, потому что предзаписанная. И разрушить все дома, как в BattleBeat, попросту невозможно. Да и в целом, играя в шестерку, я не почувствовал кайфа. Все происходит слишком быстро, слишком много экшена и эффектов. Нет, не поймите меня неправильно, эффекты это круто, но никогда у тебя на экране творится месиво из миллионов пикселей, среди которых ты должен врага увидеть. Отдача в игре странная, лично мне она показалась непредсказуемой, а перестреливаться дальше 20 метров смысла просто нет. Ну и дробовики, тут без слов, это одни эмоции. Хорошо, что их все же не добавят в BattleBeat. В бутылке же геймплей ощущается куда масштабнее. Ну то есть, на всех картах доступны все виды транспорта, сами по себе карты больше, из-за чего тебе есть куда разгуляться. Доступны бои 64×64 и 127×127, чего Battlefield не может себе позволить, и сидит со своими 32×32. Кто-то скажет, что это мелочи, но это нереально круто дополняет геймплей, у тебя просто больше выбора. Не могу поверить, что людям не заходит матчи на 254 игрока, это ведь просто лютейший фан. В бутылке нет миллиона противников на одной позиции, отдача намного приятнее, да и фана банально больше. Она ощущается более тактикульной игрой, возможностей куча, и именно этим меня привлекает BattleBeat. Я вот так подумал еще, ведь в BattleBeat есть куда больше смысла играть с кем-то в пати, чем в BF-ке. Да, в BF-ку я играл не один, а со своим знакомым, и было ощущение, будто мы играем в одну игру, но на разных матчах. Чувство игры вдвоем у меня возникало лишь на технике, когда я сидел с ним в танке, либо чинил его танк. В BattleBeat же придумай что только захочешь. Загоняй с другом на квадрике на любую точку. Возьмите вдвоем FPV-шки и ПКД швыряйте их. Залезьте на вертушку и отстреливайте РПГ-хами технику и пехоту. Опять же таки, больше фана, больше возможностей и идей. Battlefield в этом случае чувствуется как колда, где ты просто бегаешь, убиваешь, кидаешь сишки и в целом все. Но мы еще не перешли к самому вкусному. Системные требования и цена. 3060 Ti и Intel Core i7-10700 для игры 80 FPS на минималках? Вы серьезно? Да, игры эволюционируют, становятся более требовательными, но для шутера такие требования это перебор, как по мне. На моей системе 3060 и Ryzen 7 5800X игра шла так себе. Да, 60-70 FPS имелись, безусловно, но статоры были постоянные, это очень сильно отвлекало. Да-да, мы знаем, что это бета, все поменяется, определенно, верим. Ну и цена 1700 гривен, а собственно за что? Нет, я не хочу BF6 за каждый ее параметр. Игра вполне нормальная и на удивление весьма хорошо работает в бете. Но во-первых, у нее совсем другой геймплей, а во-вторых, она точно не стоит таких денег. Даже если учитывать, что в игре будет компания и Battle Royale, все равно это очень много денег. 13 пачек Принглса за те же деньги намного теплее воспримутся, чем Battle 6. Я думаю, я не один с таким мнением.
Ранее я думал, что BattleBeat ни в какую не стоит с уровнем батлы, все-таки культовая игра, разрабы не дураки, но я ошибался. BattleBeat все равно вполне уверенно конкурирует с батлой, так как вторая ощущается, не как батла, и что характеристики, что цена у нее завышенная, а геймплей его все отталкивает. BattleBeat, имха, что по геймплею, что по цене и характеристикам выигрывает шестерку. Если у человека слабый ПК и ограниченный бюджет на покупку игр, но при этом он хочет пощупать ощущения и погружение в массовых боев как БФ, то BattleBeat будет must-have, как по мне. Но опять же таки, это дело вкуса. Кому заходит быстрый экшовый на геймплей за $70, вам Battlefield 6. То больше по тактикулечкам и фану, вам BattleBeat. Единственный вполне рабочий аргумент в сторону батлы — это то, что она в бейсе. Будет больше оружия, больше карт, контента и прочее. Но я и с этим могу поспорить, потому что все то, что мы увидели в батле, это база игры, ее core геймплей, а вот он уже вряд ли будет меняться по ходу разработки игры. Все, что нужно BattleBeat для его успеха, это выход долгожданного обновления в нужное время и в нужном месте. Без этого даже малейшей конкуренции не будет, потому что игра почти что мертва. Конец 2025 года — это идеальный вариант для выпуска обновления, как по мне, так как тогда люди уже успеют пощупать релиз батлы и хайп у игры чуток притихнет. А тут как раз таки вылезет бутылка со своей конкуренцией, которая вполне уместна. Но давайте будем честны, обнова скорее всего выйдет в апреле 2026 года, что будет вполне символично, и тогда уже все точно успеют наиграться в BF6, если он будет успешной игрой. А если нет, то сомневаюсь, что разрабы готовятся или вообще успеют выпустить апдейт под неудачный выход Battlefield, учитывая, что они все еще завозят контент в обнову. В заключение могу сказать, что Battlefield 6 точно не убьет BattleBeat. У игр банально разная аудитория, разный геймплей и не ощущается как разные игры, хотя казалось бы, и то так или иначе походит от ранних частей батлы. BF6 намного аркаднее и быстрее, чем BattleBeat. Хотя в BattleBeat сейчас тоже доминирует такой стиль игры, но это уже зависит от самого игрока, в то время как Battlefield будто заставляет тебя двигаться по карте как под спидами. В общем, конкуренция у обеих игр присутствует и не заслуживает своего внимания. И хоть я могу ошибаться, но у BattleBeat есть все шансы на возрождение, вот только лишь тогда, когда выйдет глобальное обновление. До встречи!